Всем привет, друзья! Сегодня пеку слоеные язычки. Язычки по этому рецепту получаются вот такие, какие мы кушали в детстве. Язычки, которые мы любим со школы. Тесто для приготовления универсальное. Из этого теста можно также испечь коржи для Наполеона, круассаны, рогалики с повидлом. Многие считают, что слоеное тесто готовится сложно, но я хочу вам сказать обратное. Невероятно просто, легко с этим рецептом справится даже начинающий кондитер. Что нам понадобится для теста? Все продукты должны быть очень холодные. Мука 800 грамм. Муку заранее просеяла и отправила в холодильник. В просеянную муку нужно будет натереть 400 грамм сливочного масла. Можно также использовать маргарин, но мне больше по вкусу тесто с маслом. Масло натираем очень быстро, чтобы оно не успело растаять. Для того, чтобы этот процесс проходил на самом деле очень быстро, масло окунаем в муку и начинаем натирать на крупной терке. Друзья, масло натерто. Теперь начинаем вот так вот все хорошенько перемешивать. Не вдавливаем масло в муку. Работаем легко. В середине делаем углубление. Берем 200 мл холодного пива. Пиво я выливала за 5 минут до приготовления теста, так, чтобы осела хорошо пенка. Ровно 200 мл пива. Добавляю сюда пол чайной ложки соли. Я использую розовую. Если будете использовать йодированную соль, тогда 1/3 чайной ложечки. Одно яйцо весом 55 грамм. И столовая ложка 9% уксуса. Такая вот полная ложечка. Все хорошенько перемешиваю. И заливаю в тесто. Замешиваем тесто. Делаем это очень быстро, так, чтобы тесто не успело согреться в руках. И потом дальнейшее замешивание теста можно произвести на столе. Если у кого-то непереносимость к алкоголю, тогда можно использовать воду. Но мне больше нравится тесто, приготовленное на пиве. Я использую обычное пиво, покупаю в Aldi. В состав пива входит Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. Вот, по-русски это вода, Hopfen. Хороший вопрос, что это? Хмель, наверное. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, вот такое тесто получилось. Теперь это тесто нужно будет заложить в пакет, в полиэтиленовый пакет. Этот пакетик вот на 3 литра. Вот как раз такой пакетик объемный нам и нужен. И вот это тесто сейчас распределяем по всему пакету. Вот так вот равномерно. И отправляем в морозилку. Приблизительно на 1 час.
Тесто должно хорошенько подстыть. Друзья, вот так вот получилось у меня все. Отправляю в холод, в морозилку. Друзья, тесто отлично отдохнуло. Оно хорошо держит форму, подморозилось. Теперь делю его на 2 равные части. Одну часть снова закладываю в холодильник. Рабочую поверхность припыляю мукой. Раскатываю тесто в пласт толщиной приблизительно 5 миллиметров. Тесто переворачивать не нужно, раскатываем только на этой стороне. Друзья, в итоге у нас получился вот такой пласт. Пласт теста присыпаю сахаром. Я здесь подготовила 265 грамм сахара. И теперь по сахарному слою проходимся скалочкой. Так вот вдавливаем сахар в тесто. Сильно скалку вдавливать не нужно, так вот аккуратненько. Складываем тесто конвертом. Делаем это аккуратненько, никуда не торопимся. Присыпаем снова сахарком. Проходимся скалочкой. Показываю все очень медленно. Делаем вот такую вот как книжечку. Снова присыпаем сахаром. Проходимся скалочкой. Вот так должно получиться.
И теперь сразу начинаем раскатывать. Тесто отправлять в холодильник уже не нужно. Раскатываем эту книжечку. При раскатке тесто переворачивать не нужно. Работаем на одной стороне. Можно сначала вот так вот скалкой вдавить. Тесто толщиной приблизительно от 8 миллиметров до 1 сантиметра. Теперь тесто нужно будет раскрыть, отрезать краешки с одного боку и с другого. Эти краешки тоже можно запечь. И вот теперь тесто визуально делю напополам. Каждую половинку смачиваю водой. Вода обыкновенная, холодная, из-под крана. Присыпаю сахаром. И вот теперь сахар уже вдавливать скалкой не нужно. И нарезаю на прямоугольнички. Вот, получается такой симпатичный язычок. Укладываю на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекать буду в заранее разогретой духовке на 200 градусов. Температура выпечки должна быть высокой, так как это слоеное тесто. При низкой температуре тесто это не рекомендую выпекать. Время выпечки где-то около 25-30 минут. Обращайте внимание на особенности своей духовки. За 7 минут до окончания выпечки первой партии формируем вторую партию. Тесто присыпаем мукой, раскатываем только на одной стороне. Еще раз повторюсь, тесто вот так вот переворачивать не нужно. Вот тут уже не раскатываем. Вдавили сахарок, прокатали вот так вот скалкой. Сильно давить не нужно. Собираем конвертиком. Сначала одну сторону. Снова присыпаем сахаром. Вдавливаем сахарок. Снова сахар.
складываем книжечкой. И начинаем раскатывать где-то приблизительно 1 сантиметр в толщину. Сначала вот так вот можно пройтись скалочкой. Раскрываем слои. Каждую половинку смачиваю водой. Присыпаю сахаром. Размер язычков на ваше усмотрение. Можно сделать длинненькие язычки, коротенькие, кому как нравится. Вот, друзья, первая партия язычков готова. Они еще очень горячие. Вот, посмотрите, как красиво они смотрятся с боков. Вот, видно, слои такие тоненькие. Каждую слоечку можно увидеть. Вот такая красота. Печенье нужно будет хорошенько остудить. Донышко хорошо пропеченное. Печенье сверху очень хрустящее, а внутри такое невероятно нежное, рассыпчатое, хрупкое. Друзья, вот такая порция печенья у нас получилась. Я уже попробовала одну печеньку за кадром. Это очень-очень вкусно. И давайте я сейчас возьму отлежавшееся печенье. Вот, еще раз покажу слои сбоку. Печенье остается таким сверху очень хрустящим, не размокает. Печенье долгого хранения. Вот донышко. Вот так оно выглядит в разломе. Вот, слышите хруст? Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.